существует полезный критерий сходимости произвольной последовательности. Вот сейчас мы его сформулируем, а потом и про этот конкретно критерий поговорим, и вообще про критерии. Мы еще до этого с таким понятием не сталкивались. Значит, еще одна теорема. И поясним, что это за теорема, название. Критерий существования конечного предела в терминах бесконечно малых последовательностей. Такое длинное название. Критерий существования конечного предела в терминах бесконечно малых последовательностей. Критерий существования конечного предела в терминах бесконечно малых последовательностей. Формулировка будет такой же длины, как заголовок. Может, чуть-чуть длиннее. Вот какая будет формулировка. Для того, чтобы последовательность xn имела конечный предел А, для того, чтобы последовательность xn имела конечный предел А, необходимо и достаточно, чтобы последовательность xn минус А была какой? Была бесконечно малой. А вот так это записывается в виде формулы, да? Значит, для того, чтобы последовательность xn имела конечный предел А, необходимо и достаточно, чтобы последовательность xn минус А, понятно, что это значит, да? Мы каждый элемент последовательности вот берем таким. Берем какой-то элемент исходный и из него вычитаем А. Вот получаем элемент. Необходимо и достаточно, чтобы последовательность xn минус А была бесконечно. Вот эти слова необходимо и достаточно. Они очень часто возникают в формулировках таких вот теорем. Теорем, в которых приводятся два утверждения, и между ними, закройте, пожалуйста, дверь, чтобы она вот так вот уже больше не стучала. И между ними стоит знак эквивалентности. Да? Это означает, что и в эту сторону утверждение справедливо, и в эту сторону утверждение справедливо. Еще в такого рода теоремах часто используют выражение «тогда и только тогда». Как можно было это выражение использовать? Последовательность xn имеет конечный предел тогда и только тогда, когда последовательность xn минус а является бесконечно малой. Ну, это записывать не надо, но так тоже можно было сформулировать это утверждение. Тогда и только тогда. Вот эти два выражения как раз означают, что у нас в условии присутствует некая эквивалентность двух фактов. На английском языке для вот этой фразы «тогда и только тогда» используется такое сокращение EFF, 2F. Если просто их, то это понятно в одну сторону. Если то, вот если два, то значит тогда и только тогда. Можете это в своих конспектах использовать. И такие факты обычно называются критериями.
критериями чего-то. Чего? В любом критерии есть два утверждения, которые эквивалентны. Да? Причем одно утверждение является просто условием выполнения какого-то стандартного факта. Вот здесь нас интересует, имеет ли xn конечный предел. Да? А второе это какое-то другое условие. И как эти условия различать? Вот как раз я как назвал этот критерий. Критерий существования конечного предела. То есть меня интересует, в каком случае вот это выполняется. Да? Ну, здесь, конечно, можно было эту теорему сформулировать и по-другому, сказать, что это критерий для бесконечно малой последовательности, но это было бы не совсем логично. Да? Все-таки здесь нас и будем мы в основном использовать этот критерий, чтобы доказать, что некая последовательность имеет как раз предел. Да? Значит, вот, когда последовательность гарантированно имеет предел, мы можем использовать определение. А когда мы докажем эту теорему, мы можем уже вместо определения пользоваться этим фактом. Мы можем сказать, что она имеет предел тогда, когда вот эта последовательность является бесконечно малой. Вот. Что еще? Вот эти слова необходимо и достаточно. Часто эти две стрелочки как раз и называют одну необходимым условием, а другую достаточно. И вот крайне желательно вам не путать, в какую сторону стрелочка означает необходимое условие, а в какую означает достаточно. Здесь, опять же, надо исходить из того, что мы хотим в итоге получить. Мы хотим в данном случае в итоге получить, имеет ли последовательность конечный предел. Как сказать по-русски? Для этого достаточно, чтобы вот это было бесконечно мало. Да? Вот эта последовательность была бесконечно мало. Значит, если эта последовательность бесконечно мало, то этого достаточно, чтобы утверждать, что вот уже последовательность xn имела конечный предел. Что это за стрелочка? Вот это, правильно? Вот это достаточное условие. Достаточное условие для того, чтобы наша последовательность имела предел. Для этого достаточно, чтобы вот такая вспомогательная последовательность была бесконечной. Ну, тогда понятно, что это необходимое условие. Как это еще проверить? А вот так. В этой ситуации мы уже знаем, что xn имеет предел. И тогда можно это переформулировать так. Если мы уже знаем, что xn имеет предел, то тогда обязательно такая последовательность будет бесконечно малой. А вот это слово обязательно можно еще заменить словом необходимо. Да? Если последовательность имеет конечный предел, то тогда необходимо, из этого необходимо следует, с необходимостью следует, что вот эта последовательность xn минус a является бесконечно малой. Вот это необходимо. Так что видите, хоть у нас две части утверждения являются равносильными, но как бы одна из них немножко главнее. Да? Вот когда мы говорим, что это критерий именно существования конечного предела, значит вот именно это главное, что нас интересует. Да? Мы хотим вот существование конечного предела переформулировать как-то по-другому. И вот оказывается, что это можно переформулировать в терминах бесконечно малых последовательностей. Тогда вот это условие является необходимым и достаточным для вот этого. Ну и значит вот эта стрелочка как раз означает, что это условие достаточное. Этого достаточно, чтобы утверждать, что xn имеет конечный предел. А вот эта стрелочка это как раз необходимое условие. То есть если
если последовательность имеет конечный предел, то необходимо, что вот такая будет бесконечно малой. И обычно такие критерии, они доказываются в два этапа. Отдельно доказывается условие необходимое, и отдельно доказывается условие достаточно. То есть отдельно одна стрелочка и отдельно другая. И очень часто бывает так, что в одну сторону доказать гораздо проще, чем в другую. Но это будем много делать, у нас будет много критериев. Значит, слово критерий. Вот критерий как раз и означает, что у нас есть два эквивалентных утверждения. Критерии очень полезны, они очень удобны при доказательстве разных фактов, мы это тоже видим. Вот. Но это очень простой критерий, и как раз его мы докажем сразу, в обе стороны. Давайте просто-напросто, можно было, конечно, вам предложить доказать, но давайте все-таки это сделаем. Аккуратно запишем на языке эпсилон n, что означает левая часть и что означает правая часть. Вот что означает, что предел, ну вот это пусть будет единичка, а это пусть будет двойка, да? Что означает, что предел есть и он конечный? Для любого эпсилон большего нуля найдется n натурально, что для любого n большего n xn минус a по модулю меньше эпсилон. Это я записал в точности, что означает левое утверждение. Теперь я давайте на этом языке эпсилон n запишу, что означает правое утверждение. Можно сделать еще один шаг, да? Вспомнить, что это означает, что предел xn минус a равняется нулю. Да? Это то же самое, по определению бесконечно малой последовательности. Для любого эпсилон больше нуля существует такое n натуральное, что для любого n большего n, что это должен написать? Элемент последовательности xn минус a, вычесть из него 0, что я делать не обязан, но могу один раз написать это. И вот эта разность должна быть меньше эпсилон. Так? Вот это я записал то, что xn минус a бесконечно мало. Ну так, смотрите, это же одно и то же. Я два раза написал одно и то же. На самом деле и то, и другое означает абсолютно одно и то же. Ну и поэтому между ними, конечно, можно написать. Это не просто эквивалентность, это просто запись одного и того же факта, даже двумя одинаковыми способами. Одним и тем же способом. Очень простой критерий, но мы сейчас им активно будем пользоваться. Понятно. Следующий важный пункт. Это мы доказали сразу. И необходимость, и достаточность. Да? Потому что мы, собственно говоря, записали то, что означает левая часть, правая часть, увидели, что это одно и то же. Следующий пункт имеет такой заголовок. Арифметические свойства предела последовательности. Арифметические свойства предела последовательности. Если комбинировать сходящиеся последовательности, используя арифметические операции, что можно утверждать о свойствах результирующих последовательностей? Будут они сходящимися и к чему они будут сходиться? Вот сейчас мы это выясним. Арифметические свойства предела последовательности. Арифметические свойства предела последовательности. Ну вот давайте я здесь это сделаю. Теорема. Пусть xn и yn сходящиеся последовательности,
xn сходится к А, yn сходится к b. xn и yn сходящиеся последовательности, и мы еще говорим, к чему они сходятся. Да? Тогда выполняются три свойства. Первое свойство. Когда сумма этих последовательностей является сходящейся, сумма xn плюс yn является сходящейся, и предел суммы как раз равняется А плюс Б. Это первый факт. Значит, последовательность, полученная в результате суммирования двух исходных, является сходящейся, и более того, ее предел равняется сумме пределов исходных. Второе утверждение. Абсолютно то же самое можно утверждать для разности интересной. Давайте произведение. Так, xn умножить на yn сходится, и предел произведения равняется произведению предела. Разность мы не рассматриваем, потому что это слишком уж просто. Да? Мы можем просто рассмотреть последовательность минус yn. Очень легко доказать, что у него будет предел минус b, ну и тогда воспользоваться свойством для суммы. А вот для частного мы сформулируем, потому что здесь требуется еще одно дополнительное условие. Если мы хотим что-то утверждать относительно частного, то мы должны быть уверены, что всегда мы можем делить, а это возможно только если yn никогда не обращается в ноль. Значит, в третьей части утверждения мы дополнительно требуем две вещи. Если дополнительно для любого натурального n yn не равняется нулю, и b не равняется нулю, это надо обязательно потребовать, потому что yn могут не равняться нулю, а предел может равняться нулю. Тогда ничего у нас не будет. И если вот два этих условия выполнены, тогда, во-первых, мы можем определить вот такую последовательность, она имеет смысл. И более того, в этой ситуации она сходится, ну а тут уже все понятно. Предел такого отношения равняется отношению пределов. Вот такие три факта. Такие три факта. Написали? Короткая словесная формулировка будет такой. Предел суммы равен сумме пределов, предел произведения равен произведению пределов. И даже можно сказать, предел частного равняется частному пределу, хотя, конечно, не забывайте об этих дополнительных условиях. Это очень полезная теорема, потому что с их помощью мы можем, используя уже некоторые известные факты о пределах, получать очень легко, уже не по определению, а просто используя эти свойства, мы можем получать пределы для более сложных. Доказательства. Я не случайно не стал стирать этот простенький критерий, потому что мы сейчас будем им активно пользоваться. Мы будем пользоваться этим критерием и ранее доказанными свойствами бесконечно малых последовательностей. И очень легко докажем все остальное. Сравнительность. Сумма. Значит, что мы хотим доказать? Мы хотим доказать, что предел xn плюс yn
равняется А плюс Б. Ну, не знаю. Что нам для этого достаточно доказать? В силу только что сформулированного критерия нам достаточно доказать, что вот такая последовательность будет бесконечно мала. Какая именно? xn плюс yn, это я записал то, что стоит под знаком предела, минус, ну а тут давайте я в скобках напишу, минус А плюс Б. Бесконечно. Если я это докажу, тогда вот по этой стрелочке, по стрелочке достаточности, я смогу доказать, я смогу сразу утверждать, что предел суммы равняется А плюс Б. Правильно? Значит, если я докажу, что это бесконечно мало, то по достаточности, по части достаточности предыдущего критерия, по этой части, я докажу то, что хочу. А как доказать, что это бесконечно мало? Вот как. Давайте мы ее немножко преобразуем. Давайте мы, чтобы вот эти фигурные скобки не писать, давайте просто рассмотрим общий член и перегруппируем его слоями. Значит, я начинаю с того, что у меня записано. Понятно, как я перегруппирую, да? Я сгруппирую все, что относится к x, и все, что относится к y. И для большей наглядности скобки еще поставлю. xn минус a плюс yn минус b. Согласны, что я тут ничего не изменил, да? Ничего не изменил. Что можно сказать вот об этой последовательности? Вот об этой конкретной xn минус a. Она бесконечно малая по условию, да? То есть, видите, мы теперь тот же самый критерий применяем, но уже в другую сторону. В эту сторону. По условию мы знаем, что xn является сходящейся. А раз так, то по вот этому критерию, в силу необходимого условия критерия, ну только напишите, что это именно условие критерия, то будете писать, и непонятно, к чему это относится. Вот того предыдущего критерия. Мы делаем вывод, что это xn минус a бесконечно мало. Ну а это, соответственно, тоже бесконечно мало. Поскольку по условию xn стремится к а, и yn стремится к b. И что осталось нам использовать? Что сумма бесконечно мало и бесконечно мало. Значит, вот все это вместе теперь по свойству 1 бесконечно мало мы делаем вывод, что вот это все тоже является бесконечно. Вот так. Это все бесконечно малое, по первому свойству бесконечно малое. И все. Никакие эпсилоны писать нам здесь не пришлось. Зато мы в обе стороны использовали критерии, которые до этого сформулировали. Еще раз. Мы хотим доказать, что предел вот этой суммы равняется А плюс Б. В силу достаточной части критерия нам для этого нужно доказать всего-навсего, что вот эта вот последовательность является бесконечной. Мы ее анализируем, перегруппируем ее члены и видим, что вот эта часть как раз бесконечно малая, уже в силу необходимого условия, потому что мы знаем, что xn стремится к а. Эта часть бесконечно малая. И значит, вот это выражение есть сумма двух бесконечно малых. А это уже мы доказали, что сумма бесконечно малых есть бесконечно малых. Все, доказали. Ну, это самый простой, на самом деле, из наших 3 пунктов.
Второй. Надо доказать, что... Мне сейчас будет хорошо, я просто плюсики сотру и заменю на операцию умножения. Ну, правда, я только один шаг смогу сделать, потом уже придется мне повозиться больше. Ну, я хочу вот это доказать. Для этого достаточно доказать, что вот эта разность является бесконечно малой. Значит, я должен как-то преобразовать вот эту разность, используя известные, скобки тут можно не писать уже, используя известные свойства для последовательности А и для последовательности X и последовательности Y. Короче говоря, я должен как-то преобразовать это выражение, чтобы у меня явным образом выскочили xn минус a и yn минус b. Вот такая у меня задача. Тогда я смогу воспользоваться тем, что эти выражения являются бесконечно малыми. А у меня вот такая разность, видите? Что сделать? xn минус a скобка умножить на yn минус b скобка. Ну, это будет не то. Если вы раскроете скобки, мы получим не то, что мы написали слева. Это было бы хорошо, конечно, но, к сожалению, тут же равенство должно быть. Чуть-чуть не так. Чуть-чуть не так. Мы действительно хотим выделить. Но для этого есть вот какой способ. Мы должны прибавить и вычесть некое вспомогательное выражение. Оно тоже будет произведение, но в нем надо взять один сомножитель из вот этого члена, один из этого. Какой? Все равно. Ну как? Не совсем все равно. И чтобы они относились к разным последовательностям. Я могу в качестве вот этого вспомогательного сомножителя взять, например, xn умноженное на b. А могу взять yn умноженное на a. И то, и другое мне позволит все доказать. Что выбрать, это не важно. Можете, кстати, это проверить. Я давайте выберу yn умноженное на a. Значит, вычитаю a умноженное на yn плюс a умноженное на yn минус a умноженное на b. Ничего не изменилось, правильно? Ничего не изменилось. Но я так специально в таком порядке их записал, чтобы было видно, что теперь я могу сгруппировать множители в этой разности и в той. Из первой разности я могу вынести yn, xn минус a, все это умножить на yn. А из второй я могу вынести a, и будет yn минус b. Вот. А вот теперь уже, видите, я получил те разности, которые мне были нужны, и которые мне позволят все доказать. Значит, я уже теперь не буду это подробно расписывать. Вот эта разность бесконечно малая по необходимому условию нашего критерия, потому что xn стремится к a. Я просто напишу, что это бесконечно мало. Ну и сразу уже давайте разберемся с этой разностью. Это тоже бесконечно мало. А yn ограниченное. Да? Почему? А мы только что доказали, что если последовательность имеет предел, то она ограничена. Да? Так что вот это ограниченная последовательность. Ограниченная последовательность. По свойству, по второму простейшему свойству предела последовательности. Ну, а произведение бесконечно малое ограничено. Бесконечно малое. Вот теперь это мы можем написать, что это бесконечно малое по свойству 2 бесконечно малое. Бесконечно малое. Вот это А мы тоже можем рассматривать как ограниченную последовательность, постоянную последовательность, состоящую только из чисел А.
Вот. Так что то же самое здесь. Это ограничено. Разумеется. Значит, все это будет бесконечно мало. И мы в итоге получили, что у нас сумма бесконечно мала. Так что мне уже это сделать негде, а вы можете еще одну такую большую дугу нарисовать и написать, что это тоже будет все бесконечно мало. Я это могу написать. Тут место есть еще. Бесконечно мало. А мы начали с чего? Вот с этого. Мы доказали, что это бесконечно мало, ну и значит мы доказали, что предел произведения равняется А0. Видите, доказательство этой части немножко более сложное, но только потому, что нам пришлось вот тут добавлять вспомогательные члены, чтобы потом они нам позволили выделить те разности, для которых мы уже знаем, что это бесконечно малые последовательности. Самое сложное с частным, да. Ну вот, давайте этим займемся. Хотя казалось бы, да, ну, начало такое же. xn поделить на yn равняется а поделить на b. Мы учитываем, что вот эти условия выполняются, без них мы не доказали, разумеется. Нам достаточно доказать, что вот эта дробь, точнее разность двух дробей, является бесконечно малой. Да? Ну и мы теперь должны вот эту разность преобразовать. В конце концов мы хотим выделить из нее вот эти вот разности, и чтобы все остальное у нас было ограничено. Тут проблема с ограниченностью. Дополнительная проблема. Ну давайте преобразуем. Понятно, что здесь мы вынуждены приводить к общему знаменателю. Значит, xn умножить на b минус a умножить на yn поделить на b yn. Вот. Ну вот, знаменатель я давайте отдельно запишу. Единичка на b, даже в виде двух отдельных дробей. Единичка на b, единичка на yn. А здесь, видите, очень похожая ситуация. У нас разность двух произведений, а я хочу их расщепить, чтобы были разности со множителем. Ну, тоже такая же идея, надо что-то добавить, что-то вычесть. И здесь, конечно, просится, как и в том случае, добавить и вычесть произведение, в котором мы берем что-то из одной части, что-то из другой, ну и соответствующее разным последовательностям. Давайте возьмем просто АБ, правда? Самое наглядное. Минус АБ плюс АБ минус AYN. Вот такая штука. Здесь можно вынести B, здесь можно вынести А. Так. Ну вот, давайте я тут запишу. Окончательно получаем вот что. Единичка на B, единичка на yn, в скобках xn минус А умножить на B, так, плюс, или давайте минус напишем для наглядности, минус yn минус B умножить на А. Правильно? Если раскроем скобки, как раз вот это будет со знаком минус, а это со знаком плюс. Это бесконечно мало. Это ограничено. Это бесконечно мало. Это ограничено. Вот это ограничено. Кстати, оно ограниченное, потому что b не равняется нулю. Ну, вообще, это имеет смысл, да, потому что b не равняется нулю. Вот осталось нам доказать, что вот эта вот штука ограничена, что единичка, деленная на yn, является ограниченной.
То есть я должен получить оценку такого вида. Единичка, деленная на y n по модулю меньше какой-то там величины n. Вот если я это докажу, тогда я сразу получу то, что требуется. Ну вот я надеюсь, что я это успею сделать, потому что на этом этапе заканчивать, конечно, не имеет смысла. А это что означает? Это означает, что я должен yn оценить снизу вот такой величиной. Правильно? Если перевернуть нашу оценку, вот такая штука получается. Интересно, да, что вот мы впервые столкнулись с необходимостью получить оценку снизу для какого-то n, которое больше нуля. Вот что нам нужно доказать. Что найдется такое положительное. Мы знаем, что b не равняется нулю, что y, естественно, тоже не равняется нулю, это хорошо. Помните, что означает, что последовательность yn имеет предел? Ну вот, собственно, что это означает. Да? Я возьму в качестве эпсилон такую вот интересную вещь. Я возьму b, деленное на 2. b по модулю. Имею право? Имею право, потому что b не равняется нулю. Да? Тогда модуль обязательно положительный, и все это вместе тоже будет положительно. Зачем я такое взял? Давайте посмотрим, что тогда у нас получается. Найдется n такое, что для любого n большего n yn минус b будет меньше, чем b пополам. Ну и как это мне поможет, да? Ну, должно помочь. И теперь я вот как преобразую yn, который, собственно, меня и интересует. Я начну с b. Потом напишу минус. А потом напишу, собственно, b минус yn. Согласитесь, что я ничего не испортил. Так как был yn, так и остался yn. А теперь мы получили модуль разности. И помните, для модуля разности у нас была оценка снизу. Отдельно напишу, чтобы это не так привычно, как оценка сверху. Вот такая оценка, да? Модуль из разности модулей. Используя это свойство, я получаю модуль большой b минус модуль b минус y. Могу я убрать модуль внешний? Смотрите, вот эта величина, мы только что это записали, меньше, чем модуль b пополам. То есть эта величина меньше, чем это. Если мы от большей отнимем меньшую, то величина будет положительной. Значит, я могу просто здесь убрать модуль, просто модуль b минус yn. Если я что-то вычитаю, ну, собственно говоря, смотрите, если я умножу обе части на минус 1, то неравенство поменяет знак, правильно? Значит, я могу вот это выражение с минусом заменить на это выражение с минусом, и знак при этом сохранится. Больше модуль b минус модуль b пополам. Ну а это как преобразовать? Это просто b пополам. Вот. Просто b пополам.
если посмотреть, с чего мы начали, то мы увидим, что мы получили окончательно вот такую оценку. YN больше B пополам. Ну, или, иначе говоря, единичка на YN по модулю меньше 2 поделить на B. Вот, значит, в качестве m мы можем взять эту величину. Правда, вы скажете, что это справедливо только для вот этих m. Но здесь можно применить абсолютно то же рассуждение. Мы доказали ограниченность такой величины практически для всех элементов, кроме начальной части. Единичка на y1 по модулю, единичка на y2 по модулю и так далее. Вот тут я вторую черточку зря написал, да? Тут надо просто n написать, никакого тут натурального множества нет. n просто больше числа. Единичка на y n большой. Но, как я уже говорил, любое конечное множество, оно, конечно, ограничено. И сверху, и снизу, это мы знаем. В ноль оно не обращается. Вот. Таким образом, главное было вот это доказать, что эта величина ограничена сверху. Кстати, то, что на ноль не обращается, не важно. Эта величина ограничена сверху, эта величина тоже ограничена сверху, как любое конечное. Значит, и все это вместе ограничено сверху. Вот теперь мы имеем право стереть этот вопросик и видим, что в итоге мы получаем бесконечно малые, умноженные на ограниченные, ну еще у нас сумма бесконечно малых. В итоге у нас все это действительно оказывается бесконечно малым. Ну вот, на этом, конечно, нам надо остановиться и все это